The question is, does Christ return before the tribulation, or after, or in the middle? Вопрос в том, что придет ли Христос перед скорбью, после скорби или посередине скорби. And there's a couple of others. И есть несколько других вопросов. First of all, one that can be described as pre or post-tribulation. Post-tribulationism. Post-tribulation comes, second coming or rapture. We'll talk about it. Да, но первый взгляд, который называется посттрибуляционизм. So on our timeline, we'll plot these different views. И на нашей диаграмме мы отразим вот эти различные взгляды. So we're talking about this is today. Мы говорим вот о сегодняшнем состоянии. In the future, there is described a 7-year period of time. И в будущем описывается вот этот 7-летний период времени. And in fact, Daniel in the book of Revelation talk about 3.5 years. И вообще книга Даниила и другие источники говорят нам о вот этих двух периодах по 3,5 года. So the tribulation, if this isn't clear, it's from this period. И великая скорбь это вот, вот этот период. To that period. Отсюда до сюда. We just talked about, this is out of proportion, we talked about the Мы говорили, kingdom. что как бы тут вообще пропорций нет. Мы говорили о царстве. Now we take it literally, so we take it as 1,000 years. И мы воспринимаем это буквально. Мы воспринимаем это как буквальную 1000 лет. So the question is, Вопрос следующий. when does Christ return? The post-tribulationalism, Когда Иисус вернется, вопрос. because it's post, it's after the tribulation. И посттрибуляционизм говорит, что это случится после великой скорби. Okay? So here comes the coming. А что такая стрелочка странная? И вот происходит восхищение. So they would see a coming of the Lord, a rapture, and a return И с simultaneously. их точки зрения восхищение церкви, второе пришествие Христа это одновременные события. То есть это как в одну кучу. And then obviously they have the millennial kingdom. И очевидно сразу после этого наступает тысячелетнее царство. Okay. Это То есть What do I have? What is this? millennial, coming of Jesus. Oh, okay. Second Jesus, coming. yeah, Second Jesus coming. comes back. It's not written Okay. second part. Yeah. Right. То есть, can I just explain that with this post and prayer, they basically talk about rapture, the place of the rapture. Rapture, but they mix up second coming. Yeah. Yeah, I understand. Но как бы, чтобы мы понимали, да, вот эти все приставки пост, пре, мид, касается именно места восхищения церкви Yeah. в контексте великой скорби. То есть и во многих, вот, например, в этом взгляде восхищение и второе пришествие смешались в одну кучу, поэтому порой трудно отделить. There are two views, or two what do you call it? Variations of the same view. Есть две вариации одного и того же взгляда. Some would view the entire church age as the tribulation, present age. Некоторые люди рассматривают весь век церкви, вот весь нынешний век, как одну большую скорбь. Because we're to suffer, or we're promised suffering as we follow Christ. Поскольку нам обещаны страдания, преследование за Христом, и мы порой действительно страдаем. And there's others that hold to a distinct period in the future. И есть другие, которые все-таки говорят о скорби как о неком отдельном периоде в будущем. But in both views, Christ comes after that period of time. Но в обоих этих точках зрения Христос придет в конце, после этого периода. The support for this view Каким образом люди подкрепляют этот взгляд Писания?
They, Это постмиллениализм. yeah, postmillennial. Постреволюционизм. Yeah, post-tribulation. They make some distinctions in the words that are used for the second coming. Они пытаются отличать некоторые слова, которые используются для обозначения второго пришествия. And they attach some of the meaning of the words to the second coming after the tribulation. И они некоторые значения слов используют, пристегивают таким образом, чтобы говорилось о втором пришествии после великой скорби. The main support is that the church is promised tribulation. И основной аргумент поддержки этой точки зрения это то, что церкви обещана скорбь. Now, our view would not deny that the church is promised tribulation. И наш взгляд, наша точка зрения не отрицает, что церкви обещаны, скорбь, в плане, что в мире будете иметь скорбь. We would make a distinction between suffering in general and that specific period of suffering. Но мы делаем отличие между страданиями и скорбями в целом и конкретным 7-летним периодом великой скорби. So to support the view, they would use these general passages like 1 Peter 4 and others. И для того, чтобы поддержать эту точку зрения, используются отрывки общего характера, например, 1 Петра 4 глава и подобные. The promise of Jesus that basically promises if we follow him, we will suffer. Обетование Иисуса, когда он говорит, что если будете следовать за мной, будете страдать. А можно повторить мысли, что вот мы не отрицаем скорбь, разницу между скорбью или страданием? То есть эта точка зрения, по сути, говорит о том, что церковь пройдет через скорбь. Вот, и использует фразу о том, что Иисус говорит, в мире вы будете иметь скорбь. Мужайтесь, ибо я победил мир. И суть о том, что Иисус говорил о скорби и страданиях в целом, в общем. Но Не для церкви. Да, эти люди придерживаются, что это конкретная великая скорбь. Но мы отделяем страдания в целом от конкретной великой скорби, конкретно 7-летний период. I've just restated your words. Okay, no problem. So this is the biggest support, but they mix up the suffering in general with that is specific. И вот это основной аргумент поддержки этой точки зрения, но сторонники этой позиции, они смешивают страдания в целом от конкретной великой скорби. Now they also argue that the church is on earth in those passages that describe the tribulation. И также они утверждают, что в отрывках, описывающих скорбь, церковь все еще находится на земле. But those passages do speak of believers or saints during that period of time. Но эти отрывки действительно говорят о верующих и святых во время периода скорби. But that does not necessarily mean that those are believers of the church age. Но это совершенно не значит, что это верующие святые века церкви. А что скорость большой буквы? Что это праздник? Говорится о техническом термине, когда говорится скорбь с большой буквы, имеется в виду великая скорбь, конкретный 7-летний период. И тогда с большой буквы, да? Да, поэтому чтобы отличать скорбь в целом от скорби как технического богословского термина. So we would say, yes, there are believers during that period of time, И мы скажем, but they are not believers, members of the church. конечно же, будут верующие в это время, но это не будут верующие члены церкви, члены церкви, как мы имеем в нашем. There are believers in the Old Testament as well, and in some cases they're called saints. И были верующие и в Ветхом Завете также, которые порой назывались святыми. But the believers in the Old Testament are not part of the church. Но верующие Ветхого Завета при этом не являются частью церкви. In fact, there were believers during the time of Christ, when Christ was on earth. И были верующие также при жизни Христа, когда Христос был на земле. Были люди, которые в Него поверили. But the disciples and those early believers before Pentecost are not part of the church. Но вот ученики Христа и те ранние верующие, которые еще были до Пятидесятницы, мы не рассматриваем их часть церкви.
So we would say that, yes, there are believers during the tribulation, but that they're not members of the church. И мы можем сказать, что да, во время скорби великой будут верующие на земле, но они не будут частью церкви. They will use the book of Daniel, chapter 9, 24 through 27, as a fulfillment during that period of time. И сторонники этой точки зрения используют Даниила 9 главу с 24 по 27 стих как, один из своих опорных стихов. Они говорят, во время этого периода этот стих исполнится. Now we would use that same passage to describe that seven-year period. И, конечно же, мы используем тот же самый отрывок для того, чтобы описать вот этот 7-летний период. Actually, verse 27, we would not include the prior verses. We would identify the 70th week as that 7-year period. Но вообще мы более аккуратно, технически, говоря о скорби, мы говорим только о том, что описывается в 9:27. So they are, только там описывается 70-я неделя. they're describing Daniel 24 through 26 differently than what we would just interpret it. So they say that all of that is Yes. То есть сторонники этого взгляда считают весь отрывок с 24 по 27 стих отрывком о скорби. Мы рассматриваем только последний стих, как тот, который говорит о скорби непосредственно. They would also use passages that speak of God's protection of believers as protection during that 7 years. И также они используют отрывки, которые говорят о Божьей защите для верующего. И они говорят, что Бог будет защищать верующего вот все эти 7 лет. In fact, they would use the passage that speaks of the sealing of the 144,000. И они даже используют отрывки, говорящие о запечатлении, запечатывании 144 тысяч. They would see the 144,000 as part of the church. И они рассматривают эти 144 тысячи человек как тоже как часть церкви. And they do appear in chapter 7 to be protected throughout the 7-year period. И действительно кажется, что когда мы смотрим это Откровение 7 главы и дальше, что эти 144 тысячи, действительно, их Бог особым образом защищает на протяжении этого 7-летнего периода. Some of the problems with this view are that they deny the distinction between Israel and the church. Но некоторые проблемы с этим взглядом, во-первых, его сторонники отрицают различия между Израилем и церковью. They would have to also deny the doctrine of the imminent return. Им приходится также отрицать доктрину о близком и неизбежном возвращении Иисуса. Because if it's after the 7 years, we have clear description of a 7-year period. Иными словами, если Иисус вернется после начала скорби, то тогда уже это не такое уж непредсказуемое событие. So you could identify the beginning of that 7-year and then just calculate 7 years later. Можно определить начало этого периода и потом просто отсчитать 7 лет вперед. So they would undermine the doctrine of imminency. То есть вот эта вот доктрина непредсказуемого близкого возвращения Христа, она отрицается в этом взгляде. They also mix up and blur the distinction between the rapture and the second coming. Также смешивается и размывается различие между восхищением церкви и вторым пришествием. They also miss the whole purpose for the tribulation. И также сторонники этого взгляда упускают самую главную цель для скорби, великой скорби. We'll talk about the tribulation in a lot of detail because there's lots of passages. Мы поговорим о великой скорби очень детально, поскольку много отрывков о ней говорят. In fact, we'll devote a whole portion of the class to the period of tribulation. И мы значительный кусок всего курса посвятим периоду скорби. And one of the things that we'll show is that the purpose is for Israel, not for the church. И одна из вещей, которую мы покажем, что великая скорбь предназначена для Израиля, а не для церкви. We would also say that they mix up a future fulfillment with more of a present fulfillment of Daniel 9. И мы также можем сказать, что настоящее и будущее исполнение Даниила 9:24, оно несколько спутано в этом взгляде. That view also denies a lot of aspects of dispensationalism. Данный взгляд также отрицает множество аспектов диспенсационализма. So we would have a lot of problems with a post-millennial
tribulation. Поэтому вот с этим постмиллениальным восхищением тут много проблем с ним возникает. Okay. There's a second view. Пострибуляционное восхищение. Second view is a compromise between postmillennialism and the view that we would hold. И второй взгляд это как бы своего рода компромисс между нашей точки зрения посттрибуляционизмом. So we see a rapture after, or they see a rapture after 3.5 years. И с их точки зрения восхищение церкви случится через 3,5 года. То есть это мы вот так видим, да? Нет. Нет. So the church goes through the tribulation. То есть церковь, она как бы начинает проходить через восхищение, через скорбь. Эти слова не могу произнести. Okay. And is raptured in the middle. И Это просто посередине скорби церковь, оп, и забирает. And then they see a second coming after the second 3.5. И возвращение Иисуса происходит в конце второй половины уже, еще через 3,5 года. So the only difference is that they separate the last 3.5 years between the rapture and the second То есть coming. единственное отличие между вот этой и предыдущей точками зрения, что они отделяют вот эти 3,5 года между восхищением и вторым пришествием. They would see this part as God's wrath, И они рассматривают эту часть как Божий гнев, and this part as wrath of man и эту часть как гнев человечества. upon believers, Человеческий гнев на верующих. believers and others. Ну, на верующих и на всех остальных. They would see this part as great tribulation. И они рассматривают эту часть как великую скорбь. So you can see that it's a compromise between a premillennial rapture and a post-millennial rapture. Post-tribulation. Compromise or Post-tribulation. То есть post-tribulation. они рассматривают это как компромисс между претрибуляционным восхищением и посттрибуляционным восхищением. То есть как бы посерединке, чтобы как бы и не наше, и не ваше. How do they support this? Как они обосновывают эту точку зрения? Strongest support is they use the same argument as the post-tribulation. Опять же, самый сильный аргумент это вот они используют тот же отрывок, что и посттрибуляционисты. They would use the same passages that promise tribulation to believers in the church. Да, который обещает верующим в церкви, что будете иметь скорбь. Also, they make a big deal about the passages that divide that period into two parts. И также они очень сильный акцент делают на отрывках, которые разделяют период скорби на две половины. They would see 3.5 years of tribulation for the church, and then 3.5 years of removal. Мид-трибуляционизм. И они говорят, что вот 3,5 года это скорбь для церкви, а еще 3,5 года церковь уже будет удалена от этого. They use the passage Revelation 11 Они используют отрывок, например, Откровения 11 главу, as an illustration of the mid-tribulation rapture. как иллюстрацию вот этого мид-трибуляционного восхищения. In Revelation 11, it specifically says that the two witnesses are killed in the middle. В Откровении 11 главе говорится, что двое этих свидетелей были убиты посредине скорби. And then they are raised in the middle of the 7 years. И были потом воскрешены также посредине этого периода. They say that illustrates what the church will experience. Они говорят, вот это хорошая иллюстрация того, что испытает на себе церковь. They make a big deal out of the word or the little phrase that speaks of the last trumpet. Большое значение они вкладывают во фразу «последняя труба». And they would put the last trumpet in the middle of the 7-year period. И последнюю трубу они как раз-таки помещают посередине вот этого 7-летнего периода. But it appears that there are trumpets later as well. Но кажется, что позже будут еще трубы.
In fact, the trumpet judgments seem to go all the way to the end of the tribulation period. И, похоже, вот это суды труб, они продолжатся до самого конца периода скорби. So there are some problems with their interpretation of the passages that refer to the last trumpet. Поэтому есть проблемы с их истолкованием вот этой последней трубы. A fifth area that they support Пятый аргумент в поддержку этой точки зрения. They talk about the nature of the judgments of the book of Revelation. Они говорят о природе судов в книге Откровения. They make a distinction between the early judgments and the later judgments. Они делают отличие между ранними и поздними судами. They see the later judgments as more severe and would not include the church. Они рассматривают более поздние суды как более суровые и не включают церковь в них. But I would say that the judgments do appear to be more severe towards the end. Но you would agree with Yes. that? Ну, я согласен с ними в том, что действительно суды к концу они более суровые. But that doesn't necessarily support the idea that the rapture comes in the middle. Но это совершенно никак не подкрепляет гипотезу о том, что восхищение церкви случится посередине. Okay? So that's the mid-tribulation rapture view. Вот это вот мидтрибуляционный взгляд на восхищение. Now, there's an interesting view, and I hesitate to even present it because I think it's dying out. Но есть еще один интересный взгляд, я даже не знаю, стоит ли о нем рассказывать, по-моему, потому что он вымирает, уменьшается сильно число его сторонников. It was a view that came about, I don't remember, 20 years ago. Взгляд, который появился где-то там 20 с чем-то лет назад. Maybe a little longer. Может, еще дольше он существовал. And it became very popular for a while. И какое-то время был весьма популярен. And it seems to have died out. И кажется, что уже вымер. It's called the pre-wrath rapture. Говорится о восхищении до гнева. It's very similar to the mid-tribulation view, but it tries to avoid some of the weaknesses of the mid-tribulation. Очень похоже на взгляд восхищения, мидтрибуляционное восхищение, но пытается избежать некоторых слабых мест этого взгляда. It was originated by a man by the name of Rosenthal. He wrote a book. Да, появился взгляд благодаря человеку по имени Розенталь, он написал книгу, не тот Розенталь, которого вы думаете. And he made some interesting arguments. Ну и он выдвинул некоторые интересные аргументы. Wrote a whole book about it. Написал целую книгу об этом. And convinced a considerable number of people. Хорошо ее продал. Ну и убедил достаточно значимое количество людей. And he divides this tribulation according to some of the judgments. И разделил великую скорбь на периоды, согласно вот судам, которые там будут He sees the происходить. first 4 seal judgments in the first 3.5 years. И он рассматривает вот первые 4 печати, как первые 3,5 года. Then he sees the next 2 actually after the 3.5 И years. он говорит, что вот дальше вот следующие 2 печати, это уже после вот этого, это вторая половина скорби. And then he sees a rapture after that И он period of говорит, time. после этого вот случится восхищение. He would После шестой also печати. see this as the wrath of man. И здесь он также рассматривает этот период как гнев человеческий. And the church is going through this wrath. И он говорит, что церковь пройдет через этот гнев. And he would see wrath of God. И он говорит, а дальше начнется гнев Божий. До 10-летнего, я так понимаю, это должно быть стрелочка. Seems like this wrath should not encompass the millennium. I'm sorry. Извиняйте. Yeah. Okay. And then he sees, what do we have there? Millennial kingdom? No. И What's this? it's the day of the 7 trumpets and the wrath.
Lord's wrath, Okay, after day of the Lord. wrath of man Да, и после or уже wrath of God? гнева человеческого открывается гнев Божий. Okay, in fact, I have wrath of man there. Okay. And then we have, let's see, we have Ну и там еще 75 дней переходный период. 75 more days he includes in there. Да, он включает эти 75 дней еще. That's from Daniel's prophecy, the extra days. Пророчество Даниила, там лишние деньги, как бы Yeah. лишние. Very interesting. Очень даже But не лишние, но очень интересно. I wouldn't worry too much about that. You won't have Rabbi didn't share with them. it- Rabbi не рассказывал, да, про 75 дней? Да. Да. Уборка, генеральная уборка земли. Here's an interesting view. This one is called the partial rapture Это view. интересный взгляд, который называется частичное восхищение. This partial rapture view is not very popular. Взгляд на частичное восхищение, вот, конечно, он не настолько популярен. But basically, the idea is that at the beginning of the 7-year period, Но идея в том, что в начале семилетнего периода the Lord returns for those that are faithful. Господь вернется за теми, кто верен был. And at this pre-trib, at the beginning of the 7 years, those that are faithful are raptured. И вот в начале периода семилетнего только верные будут восхищены в церкви. And during the tribulation, as others are faithful, we have other raptures. А во время скорби другие, кто верен, они как бы будут в следующий вагон уже попадать. Ну, Not necessarily 6, but multiple, as many не as... обязательно 6 будет там заходов, но немного I just put 6 партиями. just to illustrate that you have many of them. Я просто 6 поместил, чтобы показать, что много. Ну, то есть по мере созревания, по мере верности. In Да. fact, they would even see a rapture at the end of the millennial И kingdom. они говорят, что восхищение будет даже в конце тысячелетнего царства. So it's called a partial rapture because only some of the believers are raptured early, and then later we have more. Они говорят частичное восхищение, потому что лишь некоторые верующие, студенты колледжа Слова будут восхищены в самом начале, а все остальные уже как бы будут дозревать по ходу и восхищаться по мере, так сказать. And then at the end we have the second coming. И в конце будет уже возвращение Христа. So that's the partial rapture. Это вот частичное восхищение, частичное, да, восхищение. Now this view emphasizes the condition or the nature of the believer. И этот взгляд делает особый акцент на состоянии духовном верующем. So those that are raptured on the basis of their faithfulness, their spiritual И condition. те, кто восхищены на основании своей верности, своего духовного правильного состояния. So it doesn't emphasize the time. И не подчеркивается в данном взгляде какие-то временные рамки. The emphasis is on the condition of the believer. И акцент особый на состоянии духовном верующем. Okay? So that brings us to the last one. И вот это нас приводит к последней точке зрения. This is the pre-tribulation rapture, the one that we hold to. Предреволюционное восхищение, то, которого придерживаемся мы. Pre-tribulation, in that we have the rapture at the beginning or before, actually before. И предреволюционизм, когда восхищение происходит до скорби. So the church does not experience any of the 7-year tribulation. И церковь на своей шкуре не испытывает ничего из того, что будет происходить в течение 7-летней скорби. We are transformed into our resurrection bodies. Мы будем преобразованы в новые тела воскресшие. We remain in resurrection bodies into eternity. И в этих же телах проведем все оставшееся время в вечности. Не то чтобы проведем, короче, войдем за этими телами уже дальше. 1 Thessalonians 4 says we go to be with the Lord and we remain with Him. 1 Фессалоникийцам 4 говорит, что
мы встретимся с Господом и дальше с Господом все время будем. And when the Lord returns, we return with Him. И когда Господь вернется, то мы вернемся с Ним. And we will be part of the millennial kingdom in resurrection И bodies. в воскресших телах мы будем также являться частью тысячелетнего царства. So this is the view that we would hold to. Вот это взгляд, которого мы придерживаемся. Да, есть люди, которые являются премиллениалистами, не диспенсационалистами, но они также придерживаются. Этот взгляд, вот этот популярный фильм «Оставленные», вот, по сути, основан на этом взгляде. I should have pointed out that these views are predominantly premillennial views. Да, ну вот эти точки зрения, эта точка зрения, в основном, те, кто придерживается премиллениалистской точки зрения, в основном придерживаются и этой точки зрения тоже. Okay. Да, и хотя и все предыдущие точки зрения тоже, это уже больше среди премиллениалистов, они там как-то уже между собой оставшиеся делят. So all of the views that we presented in relationship to the tribulation would be premillennial. Поэтому все вот эти взгляды, о которых мы говорили перед этим, да, вот постреволюционизм, МИД, частично, это уже среди премиллениалистов пошли почковать. Okay. So very important, the main support is we maintain a literal hermeneutic. И очень важно, да, когда мы говорим об обосновании предреволюционного восхищения, чтобы мы рассматриваем Писание буквально. All the other views have to spiritualize at least some of the passages. Во всех других взглядах приходится какое-то духовное значение вкладывать как минимум в некоторые. Now, our view has the most detail to it because we try to deal with all of the passages. И наша точка зрения, конечно, она наиболее подкрепляется деталями, поскольку мы стараемся рассмотреть как можно большее количество отрывков. And when we take a literal view, that means that we make distinctions between some of the passages. И когда мы буквально их рассматриваем, то это помогает увидеть отличия во многих отрывках. Secondly, we make a Can strong... you say more about distinctions? I'm not sure. Well, this is one of the main distinctions. Вот We make a отличие. Да, вот, собственно, отличие. major distinction between the church and Israel. Мы видим ключевое различие между церковью и Израилем. But we make other distinctions as well. Но также мы видим и другие отличия в стихах. For example, we make a distinction between tribulation in general and a specific tribulation. Мы различаем скорби, так сказать, в общем смысле и великую скорбь как конкретный период. We make a distinction between passages that refer to the saints. И мы отличаем в отрывках, которые говорят о святых в целом, мы проводим отличие. Some of the passages do refer to the church, but others, like in that tribulation period, do not. Но некоторые отрывки, говорящие о святых, действительно имеют в виду именно церковь. Но во многих отрывках, когда говорится о святых времени скорби, там совсем не обязательно церковь должна быть. So, in being consistent in our literal interpretation, Поэтому мы стараемся быть последовательными в буквальном толковании. we attempt to treat every passage in very carefully and in some detail. И мы пытаемся каждый отрывок рассматривать очень внимательно и учитывать максимальное количество деталей. We interpret Daniel's 70th week in Daniel 9:27. И 70-ю седьмину или 70-ю неделю Даниила в Даниила 9:27. That 7-year period of time, we see it as Daniel's 70th Мы week. истолковываем как раз таки вот тот самый 7-летний период времени. Мы называем это 70-я седьмина Даниила. And that week pertains to Israel, not to the church. И эта 70-я седьмина относится к Израилю, а не к церкви. In fact, all of the 70 weeks pertain to Israel. И вообще все эти 70 седьмин, они касаются Израиля, там, народу твоему, говорится. Including the 70th week. Включая 70-ю. Okay. And again, the chronologies of the major passages seem to normally and naturally fall into a pre-tribulation scheme. И опять же, хронология большинства отрывков естественным образом укладывается вот в эту претрибуляционную модель, претрибуляционную схему. Okay.
We'll go into more detail later, but let me just show how some of the parts fit together. И мы коснемся большего количества деталей позже, но давайте покажу просто, как все эти детали вместе укладываются. I'm going to show you in the next set of slides that these chronologies fit that pre-millennial, pre-tribulation И я view. хочу показать просто вот на следующем слайде, что вот эта хронология книги Откровения соответствует предреволюционному, премиллениалистскому взгляду. Okay? I don't have chapter 1 up here in the book of Revelation. You don't have chapter. No, but chapter 1 is the vision. In fact, if Да, you... ну, конечно, у меня тут нету диаграммы уже дальше, но первая глава Откровения это как раз видение Иоанна. Chapter 1 of the book of Revelation is the vision that John saw in the first century. Глава первая Откровения это еще то видение, которое видел Иоанн в первом столетии. But he also talks about the 7 churches, chapters 2 and Но 3. также он говорит о 7 церквях, это глава 2 и 3. So he's referring to the church age. То есть он указывает на период церкви. Do you think that it describes churches now, or these are historical churches of that period? No, in fact, we'll talk about that some more. Да, ну мы поговорим еще о том, как бы это только о The тех церквях. the way I interpret these, it would be the same way I would interpret the book of Philippians. Преподаватель истолковывает 7 церквей Откровения точно так же, как он истолковывает, например, там, книгу Филиппийцам. I don't view them as symbolic of the church age. То есть, иными словами, преподаватель не рассматривает эти 7 церквей как некий символ, описывающий вообще век церкви в целом. I'll talk about that in a moment. Мы поговорим об этом через минуту. Talk some more about it. Чуть-чуть больше поговорим. Okay. So we have chapter 1, we have chapters 2 and 3. Окей, есть первая глава, вторая, третья глава в Откровении. Now it's not describing the church age, И but it's talking about the church. эти главы не говорят, они не описывают век церкви, но происходят уже в век церкви. The church is never mentioned again after chapter 3. И церковь после третьей главы Откровения больше нигде не упоминается. Except as the conclusion to the book. Кроме вот этих отрывков, говорящих уже в самом конце, в заключении книги. Where Jesus instructs John to send this letter to the 7 churches. Когда Иисус наставляет Иоанна и говорит ему: отправь это письмо 7 церквям. So we have an introduction to the book То есть есть вступление к книге, that pertains to the church, and we have a conclusion to the которое book. касается церкви, и там в заключении там тоже финальные напутствия церквям указаны. But in describing the events, Но в the описании church событий does not exist церковь там вообще не упоминается ни словом, ни духом. period of time. Chapters 4 through 11 seem to be a description of the entire period. Главы с 4 по 11 описывают, кажется, вот весь этот период скорби. What do you think about chapters 4 and 5 and the heavenly realities described there? Do you see? Yes, I would see, Do yeah. you see church there? Well, I would see the church, yes, I would see the church there, but that's a heavenly scene, not on earth. Да, ну, касательно там 4-5 глава, она описывает там сцены, происходящие на небесах, небесную реальность, и там, конечно, мы тоже можем увидеть церковь. Yeah, heavenly scene. In fact, throughout the book of Revelation, after chapter 4-5 глава 4, на небесах. after chapter 4, John sees a series of visions. Some of them are heavenly. Да, но вообще, начиная с 4 главы, апостол Иоанн видит целую серию видений, и некоторые из этих видений описывают происходящее на небесах, And some of them are earthly. а некоторые описывают происходящее на земле. So predominantly, I see 4 through 11 as events. С 4 по 11 главу я рассматриваю как события, 12 through 18 mainly characters, а с 12 по 18 как персонажи, especially 12 and 13. особенно 12 и 13 глава. Okay. And then the chronology of the book of Revelation, we have chapter 19, second coming.
И дальше, вот, когда мы уже о хронологии говорим, Откровение, то 19 глава описывает уже второе пришествие Иисуса. Millennial Kingdom, chapter 20. Тысячелетнее царство, это 20 глава. Chapter 21 and 22, probably the eternal state. 21 и 22 глава это вечное состояние. And then a conclusion. И завершение потом книги. Now, how the seals, trumpets, and bowl judgments relate Каким образом взаимосвязаны между собой суды печатей, труб и чаш? we'll talk some more about. There's different views on that. Поговорим об этом, есть разные взгляды. The view that I favor is that chapter Revelation 6 is a view of the whole period of time. И я придерживаюсь точки зрения, что Откровение 6 глава рассматривает вообще весь этот период, это краткое описание всего периода. We have 6 seal judgments. 6 судов печати. Then we have later 7 trumpet judgments that parallel. И позже суды 7 труб, которые являются параллельными. And then we have 7, in fact, Тем these, судам. the 7th seal equals. И там дальше 7-я печать, это 7 труб. And then we have the 7 bowl judgments. И дальше там 7 чаш. So we have these parallel is probably the view that I hold to. Ну, я рассматриваю эти суды как параллельные друг другу, по крайней мере, But the point I'm making here is the chronology of the book of Revelation Но что я seems пытаюсь доказать здесь, что хронология книги Откровения to fit a pre-tribulational rapture. похоже указывает нам на восхищение перед скорбью. But the rapture is not described in the book of Но в Revelation. книге Откровения само по себе восхищение церкви не описывается. Matthew 24 and 25, we have a similar chronology. В Матфея 24-25 главе похожая хронология. This is the Olivet Discourse. Это проповедь на Масличной горе. This is by Jesus himself. Это от самого Иисуса уже хронология. I see verses 4 through 14 as the beginning of birth pangs. И я рассматриваю вот 24 глава 4 по 14 стих как начало родовых болей. In fact, they parallel the seal judgments. И вот эти суды, которые там описываются, они параллельны судам печати, они очень похожи. Jesus in verse 15 describes a major event in the middle. В стихе 15 Иисус описывает ключевое событие, которое случится посередине скорби. He refers back to Daniel and an event where the character in Daniel 9 breaks the covenant. Он обращается к Даниила, к книге Даниила, когда вот персонаж из Даниила 9 главы нарушает завет. So this is the beginning of birth pangs, and then the second half is the great tribulation. That's Jesus' words. И Иисус разделяет скорбь на два периода. Первый он называет началом родовых болей, а второй уже называет великой скорбью. And I think that is a description of verse 15 through И 29. мне кажется, что она описывается вот в 24 главе с 15 по 29 стих. Then you have a description of the second coming. И потом идет описание второго пришествия. And then after 31, we have parables that apply what Jesus has taught. И после 31 стиха 24 главы уже идут притчи, которые указывают на применение того, что Иисус только что рассказывал. Their encouragement to be faithful and Там есть ободрение оставаться faithful верными, servants. верными слугами, верными рабами. Chapter 25, we have 3 parables of the В kingdom. 25 главе есть 3 притчи о царстве. And verse 26 speaks of a final judgment at the end. 25:46. И стих 46 говорит о последнем самом суде, которым завершится царство. You have the parable of the 10 virgins, Там есть притча о 10 девах, the parable of the talents, притча о талантах, to be faithful during Притча time. You have the parable of
separation of the sheep and the goats. ободряющая к верности, также есть притча об отделении овец от козлов. And most of these pertain to entering the kingdom. И большая часть этих притч, оно относится к вхождению в царство. But he compares the kingdom to these three things that he's describing in the Но parables. сравнивает царство вот с тремя этими вещами, которые он описывает в притче. But the point I'm making here is the chronology of Matthew 24 and 25 Но что я пытаюсь здесь донести? Вот эта хронология Матфея 24-25 главы. supports a premillennial second coming. И вот эта хронология поддерживает второе пришествие до тысячелетнего царства, премиллениалистское. Now Jesus doesn't describe the rapture either. Опять же, Иисус прямо не говорит о восхищении церкви. But remember, he's speaking to a Jewish audience and he's giving them Jewish eschatology. Помните, что он говорит, обращается к еврейской аудитории, и он указывает им, рассказывает им об эсхатологии с еврейской точки зрения. In chapter 15, he refers to Daniel chapter 9. В стихе 15 он ссылается на Даниила 9 главу. So he's talking about 24 through 20, or actually 20, he's talking about Daniel 27. И он таким образом указывает, что вот эти события 70th week. происходят в 70-ю неделю Даниила. So both the book of Revelation and the Olivet Discourse give us the same chronology. Таким образом, и проповедь на Масличной горе, и книга Откровения указывает нам на одну и ту же хронологию последних событий. Okay? Do you want to photograph that one? Same thing. Можете сфотографировать там. The only things different are the verses. Да, почти то же самое, единственное, что отличается, это стих. You could even see in the Old Testament, Zechariah 14, 1 through 11. И даже в Ветхом Завете, в Захарии, с 14 главе, You have a similar chronology. мы видим похожую хронологию. Now, obviously, he doesn't refer to the rapture. Очевидно, он не указывает на восхищение церкви Захарии, But he does refer to a destruction of Jerusalem но он говорит о разрушении Иерусалима during the 7-year period. во время этого 7-летнего периода. And verses 1 through 2 seem to be a description of the entire period, И стихи с 1 по 2, кажется, описывают весь этот период, where Jerusalem is destroyed, где Иерусалим будет разрушен. Messiah comes, И потом придет Мессия сразиться с этими народами. and we have astronomical and geophysical phenomena. И будут происходить различные астрономические и геофизические феномены, катаклизмы. So he describes, notice 2 and 3, the tribulation, Обратите внимание, or rather 1 and 2, the tribulation, стихи с 1 по 2 описывают в целом скорбь, 3 and 4, Messiah, 3-4 стихи описывают приход Мессии, 4 through 8, we have these phenomena, с 4 astrophysical. по 8 описывают вот эти астрономические, геофизические феномены, там, And then горы, там, звезды и так далее. 14, 9 through 11, the kingdom. И 14 глава с 9 по 11 стих это уже царство. So Zechariah has the same chronology. То есть у Захарии такая же хронология, только как бы чуть по-разному. Now, none of them refer to the rapture because that is a mystery. Никто из этих авторов не говорит о восхищении церкви, поскольку это тайна. Okay? Хорошо? So the chronologies fit and support the pre-tribulation rapture. Хронология таким образом она соответствует и поддерживает идею восхищения до скорби. Now, there's no mention of the church. There's references to the saints, И опять же, церковь не упоминается, говорится только о святых. except for one passage, but it probably, or a couple of passages, but they don't refer to the church on earth. Да, кроме нескольких отрывков, которые не говорят, однако, о церкви, находящейся на земле. Okay. Да, то есть церковь You may have не упоминается на Revelation земле.
you may have Revelation 4 and 5. В Откровении 4 и 5 главе церковь есть, But this is a heavenly vision. но это видение небесной реальности. Heavenly vision. Небесной. And you also have Revelation 19, И также есть Откровение 19 глава. the marriage supper of the Lamb. Брачный пир Агнца. But both of these are heavenly visions. Но все это небесные видения. The church is not on earth. Церкви там нет на земле уже. And then we have a promise in Revelation 3:10 И потом есть обетование в Откровении 3:10. that the church, and it refers to the tribulation that will encompass the whole earth. In fact, let's read that passage. Давайте даже прочитаем отрывок. Там говорится о церкви и о часе испытаний, которое постигнет весь мир. This is one of the clearest passages in all of Scripture. Один из самых ясных отрывков, которые говорят во всем Писании. Это какой? Откровение 3:10. That promises at least the church, which one is it? The church at 3:10, yes. 3:10. Мгм. At least the church of Philadelphia. И этот отрывок обещает как минимум церкви в Филадельфии Promises that it will not go to the tribulation. то, что они не пройдут через скорбь. Okay, let's see. You want to read? You got it. Good. Откровение 3:10. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Okay. Notice a couple of things in the passage. Обратите несколько вещей в этом отрывке. Jesus is going to keep them from the very hour of testing. Иисус планирует сохранить их от годины искушения, от часа испытаний. Now, even though this is written to the, or spoken to the church at Philadelphia, И хотя это сказано только церкви в Филадельфии, much like what Paul writes to the church, let's say at Philippi or the church at Ephesus, очень похожие вещи апостол Павел пишет в церкви в Филиппах, в церкви в Эфесе. those passages, because of inspiration, don't just pertain to the Philippians, И эти отрывки, по причине благовдохновенности, они не относятся только к филиппийской церкви. but we as well can draw application. Мы также можем вывести применение. And others during the church age have always drawn application from Ephesians and И Philippians. другие в эпоху церкви также брали для себя применение, там же филиппийцам и эфесянам. То есть не только у филиппийцев жительство на небесах, и не только эфесяне, посаженные со Христом на небесах. I think verse 10 can be taken in a general sense to refer to the church at large. И стих 10, поэтому также можно в общем плане использовать для церкви в целом. Now he makes clear what he's talking about when he talks about the hour of testing. И совершенно ясно Иисус дает понять, что подразумевается под часом испытания или годиной искушения. He's talking about that which will come upon the whole world. In other words, this is a worldwide tribulation. Говорится о том, что событие, которое придет на всю вселенную, то есть это всемирная такая скорбь. And it's a time of specific testing for those that are on the earth. И это время особого испытания для тех, кто находится на земле. And from a Jewish perspective, this refers to that period of time when the nation of Israel is under test. И с точки зрения еврейской, то это как раз таки момент, когда народ израильский будет испытан. Also, this is the only view that you can maintain without compromising the doctrine of imminence. И также это единственная точка зрения, которой вы можете придерживаться, при этом не выбрасывая в мусорку представление о непредсказуемо близком возвращении Христа. The Apostle Paul and other writers of the New Testament seem to indicate that they thought the Lord could come in their life. То есть апостол Павел и другие авторы Писания, они пишут так, что кажется, будто они считали, что Иисус может прийти хоть
во время их жизни, хоть завтра. That's part of the doctrine of imminence. И вот эта вот доктрина, ну тут у вас определенно как неизбежность, но непредсказуемой близости. That there's no event that needs to come before the rapture of the church. То есть нет никакого события, которое придет перед восхищением. Нету никакого якоря. All the other views, you have to have events that precede the rapture, and it undermines the doctrine of Ну, во imminence. всех других событиях есть некие события, которые предшествуют восхищению. Таким образом, эта доктрина неизбежной близости, она смазывается. Да? So very important support for the pre-tribulation Очень rapture. важные аргументы в защиту восхищения перед скорбью.